Всем привет, мои хорошие! Я вам делала много тестов, поэтому вы следите, смотрите, полазите по моему каналу, там много достаточно интересных вещей. И главное, что я вам оставлю все ссылки под видео, и по этим ссылочкам вы можете перейти на GitKurs. Там мы с вами проходим уже полную колористику. На этом тренинге, который у нас на GitKurs, мы с вами проходим действительно очень много. У нас очень большой получается запас информации, который вы могли бы для себя взять. Где-то мы, наверное, часов 30 занимались с девчонками в прямом эфире. Теперь, конечно, все это в записи, но добро пожаловать тем, кому нравится, как я объясняю. Я очень много даю своих наработок, так как все-таки стаж работы у меня уже около 30 лет. И я много чего знаю, много чего я видела, поэтому я думаю, что вам все это очень-очень пригодится. Много даю формул, рассказываю все прям подробно, все разжевываю. У нас с вами после тестирования порошков остались прядки. Здесь вот была у нас натуральная база, а здесь была косметическая база. И я тестировала, выводила из семерки, да, то есть я осветляла именно семерку. Видите, вот как хорошо видно вот эта разница. Натуральная база здесь была покрашена в четверку. Вот. И что я хочу сейчас сделать? Мы с вами протестируем желтые микстона и посмотрим, как наполнят, то есть сделаем предпигментацию желтым цветом. И посмотрим, как у нас ляжет вот на эти прядки. Да? Вот на эти вот прядки я возьму, и мы с вами положим, посмотрим, какой по насыщенности будет у нас микстон. Буду разводить в пропорции 1 к 10. Буду брать кедра. Буду брать шот. И буду брать Constant Delight. Все они у меня желтые микстона. Мы выдавили 1 грамм желтого микстона. Сейчас разверну вот так. И 10 грамм 3% оксида. Сейчас я хочу взять нашу прядку и сделать предпигментацию на нее. Вот этот вот у меня микстон желтый от Constant Delight. Мы с вами размешали и нашу прядку хорошенечко размешали, положили нашу прядку целиком. Так. Вот наша прядка тут лежит, отдыхает. Это Constant Delight. Следующий у нас идет с вами это шот. Вот здесь вот чуть-чуть. Условия все одинаковые. 1 грамм и 10 грамм оксида. Много я делать, естественно, не стала, потому что прядки у меня маленькие. Они здесь прекрасно утопятся. Сейчас посмотрим с вами по насыщенности, как у нас открывается цвет. Вот шот я здесь начинаю мешать, когда он такой получается желто-зеленый. Не могу сказать, что чисто желтый. У Constant Delight такой интенсивный желтый цвет. Сейчас посмотрим у кедры. Он прям реально желто-зеленый. Прядочку нашу кладем тоже сюда. Она сейчас плавать будет здесь. Так, это у нас шот. Нам не перепутать, главное все. И последний у нас кедра. Вот здесь я выдавила тоже грамм ее. Так, еще раз напомню, 1 грамм у нас микстона и 10 грамм оксида 3%.
Сейчас посмотрим, какой цвет здесь проявляется. Такой получается нежно-желтый оттенок. Разные у всех здесь оттенки. По цвету более насыщенный пока получается Constant Delight. Ну, это именно вот в таком вот виде. На выходе кисточки с вами посмотрим. Помним, что в краске мы с вами никогда не оцениваем цвет. Только тогда, когда смоем. Также опускаем нашу прядку сюда. Хочу я их припигментировать. Так, вот у нас прядка здесь тоже плавает. И сейчас посмотрим наш цвет в мисках. Давайте сравним наш цвет в мисках. Вот смотрите, такой нежно-желтый получается цвет. Это кедра, такой насыщенно желтый цвет. Это у нас Constant Delight. И вот такой желто-зеленый цвет, прям реально желто-зеленый, такой грязный. Это у нас шот. Сейчас мы ждем 5 минут, моем и смотрим на оттенок. Мы с вами протестировали наши желтые микстона и делаем выводы. Это значит у нас с вами самый желтый получился, это кедра. Давайте мы в сравнении с вами сделаем. Следующий у нас получился совсем не желтый. Но сейчас тоже определим, для чего нам это надо. Это у нас шот, да. И последний у нас с вами Constant Delight. И тут они заявляют, что здесь у нас пигмент усиленный аж 55, да, пишут. И давайте-ка их пока проанализируем. Вот показываю вам, что наш шот, да, который обещают, что это желтый, вообще ни разу не желтый. Видите? Он вообще зеленоватый получился. Он даже в миске у нас был такой с зеленцой, такой более натуральный оттенок с зеленоватым немножко отливом. Значит, у нас кедра получился самый интенсивный цвет. Да, больше всего он наполнил наш натуральный. Видите, он такой стал более желтый. Я вам здесь сейчас покажу. Когда мы обесцвечивали прядку, я специально одну оставила для сравнения. Видите? Вот это вот, когда мы обесцвечивали, тестировали наши порошки. Вот наша прядка с вами, которая просто обесцвеченная. Давайте посмотрим, есть ли какая-нибудь разница. Видите, если брать Constant Delight, то мне, конечно, кажется, что здесь уже, сейчас, секунду, надо бы взять, не очень сильная разница. Как будто бы мы и не тонировали вовсе. Совсем почему-то ничего не прихватилось. Время выдержки одинаковое у нас. Сейчас я посмотрю. Нет, вы знаете, он получился более нейтральный. Я не могу сказать, что он получился какой-то желтый, а вот нейтральность у него появилась больше. Ну, в принципе, что тонировали, что не тонировали, да, можно было бы им и не пользоваться. Кедра, значит, смотрите, так как она получается очень желтая, и нам, как подложка цвета, это не очень годится. Вам потом тяжело будет с этим работать. Поэтому кедру вы можете использовать прекрасный усилитель оттенка. Видите, какой чистый получается желтенький цвет. Насыщает, делает препигментацию очень хорошо. Что касаемо шота, какой я делаю из этого вывод? Он наполняет волос, видите, он здесь был пустой, обесцвеченный, и наполняет в нейтральный оттенок. Поэтому вы можете его использовать как подложку перед холодными цветами. То есть будет очень неплохо. Если вот вы посмотрите на наши уже обесцвеченные волосы, которые у нас были потемней, которые именно после краски, после четверки вот такие у нас получились, то здесь вообще получается такой совершенно нейтральный, натуральный оттенок. То есть наш желтый он нейтрализовал, заматировал и получился на выходе вообще нейтральный такой цвет красивый. Что касается Constant Delight, он, если посмотреть на него повнимательнее, он
немножко нейтрализовался. То есть, скажем так, цвет не усилился, но немножко он стал более спокойным, нейтральным. То есть, наоборот, не интенсивно желтым, как заявляют, а спокойным желтым. Это вот наш просто обесцвеченный цвет. Если мы сравним эти два цвета, видите, все-таки Constant Delight сделал более нейтральный цвет. То есть в нем все-таки содержится какая-то холодинка. То есть тоже его для предпигментирования, вот этот 55-й их цвет, можете вполне брать. Вы из него получите и прекрасные натуральные, и холодные цвета. Ну и, естественно, теплые, чтобы правнее полотно было, вы можете его использовать. Как я уже сказала, кедра все-таки я рекомендую для насыщенности, то есть для интенсивного цвета. Ну а шот, вот же вы сами видите, этот я уберу, чтобы вас не смущать. Это у нас просто обесцвеченная прядь. А шот прекрасно подойдет у вас для холодных оттенков. Сверху вы можете прекрасно их накладывать. Вы помните, что мы с вами решаем еще задачи в прямом эфире. И, пожалуйста, присылайте мне все. Мы с вами будем разбираться вместе дальше. Так что переходите ко мне на канал. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Всех люблю. Пока-пока.